Типичное начало похода. Ребята разбираются с картой, я бездельничаю. Вот такие вот обычные сборы. Машинка нас завезла, теперь мы пойдем пешком. Симпатичная деревенька. Урал. Это село Карабаш. Такой вот проход. Поэтому деревья не растут. Обычно вот так вот и шастаем. Вон Пашка идет. Проведи эту геологическую экспедицию. Уху! Ничего себе, а тут ручеек. Опа! Ну, черный, есть белый, какой хотите. Вот, мы так и останавливаемся. А сверху лес. Цепляется чертяга. Первый привал. Сейчас будет обед пивом. Обед пивом, да. Пивной обед. Пивной обед. Жалко, чебуреками. Ладно, давай посмотрим, как им. Ну да, и парни опять сверяются с картой. Хера непонятно. Парни пошли. И все пошли. Все бегут, и мы бежим. Итак, еще 4 километра. А ты больше. Бог его знает. Как-то скалища и береза. Мы думали, что здесь остановимся. Но воды нет, и мы идем дальше. Паш пошел искать воду, как у нас водится. Такие дела. Вот тут еще можно посмотреть. Прекрасная березка. Вот. Такой дорогой длинной. Почти дошли. Осталось немножко, километр до родника. Дойдем ли мы или нет? Хороший вопрос. 7 часов уже, пора бы уже. Сегодня ночевали рядом с краном. Нам очень везет. Смотрите, какая штука. Труба, из нее бьет вода. Нам очень повезло. Мы сегодня ночевали с большим достатком воды и такой трубой. Ну что, день второй. Теперь мы идем в парк Таганай. 11 часов утра мы выдвигаемся. Сегодня целый день дорога через лес. Если мы правильно идем, конечно. Так, потихонечку дойдем до национального парка Таганай. В принципе, весь поход мы просто вот так идем. Так идем, идем, идем. Парни идут. Девчонки идут. И девчонки идут. Все где-то потеряли. Нам высоко сегодня топать. Вот, ради этого поднимались. Похоже, мы промазали. Паш не очень доволен. Ну, вообще красота. 200 метров. А я доволен. Это нам будет стоить полкилограмма орехов. Ну, вот, кстати, заебаться — это наш слоган похода, так что мы пошли дальше. Лишние полкилограмма. Мы изображаем белку. Дэн, хочешь орехов? Дэн пошел на разведку. Вот, мы на горе Юрма, на самой высокой части. И не скажешь, что это так. Приготовление супа на обед. Первый раз с газа. Мы уже в заказнике, поэтому костры жечь нельзя. Вот так вот делаются супы. Нас часто спрашивают, что мы едим на обед. Обед — это лучшая часть. Да. Почти по-домашнему. А это что у тебя слева там? А, борщ? Борщ. Как дома. Но трехлетний. Тут еще какие-то салфетки. Не очень выглядит на фото. Да? Ну вот.
блядь, нет, ничего. Почти свежак. Да, Так происходит потребление пищи, и суп получается вот такой. У меня прошлогодний борщ вот такой. А Паша доедает уху. Народная русская забава. Называется буреломинг. Это когда ты в 21 веке идешь не по GPS, а по бумажной карте и не находишь места. И потом ты просто идешь через лес. Вот так. Это все в доктрину устать и заебаться, конечно, укладывается. Но достаточно странно. Карта врет. Карта врет? Да, тропа была там, а здесь нет. Понятно. И, в общем, мы просто шастаем. Ну, красиво, папоротник, что я могу сказать. Вот так вот мы идем по лесу. На удачу причем. Мы не знаем, куда мы идем. Паша не верит моему компасу. Или верит. В общем, мы идем на юг. Компас у тебя правильно. Да? Высота там явно на 50 метров. Понятно. Вот так вот мы и шастаем. Дороги нет, как вы можете убедиться. Мы просто идем по лесу. Все идем, и Дэн идет. Главное не потеряться. Такие дела. И, кстати, заебаться, часть вторая. Нам где-то километра вот так вот по лесу. Тоже пойдемте. Че, погнали, называется. Да, 2 часа и выйдем. Это Паш всегда так обещает. Что-то у меня порвалось? На что-то наступил. Вот, примерно вот так вот мы и шастаем. Кругом лес, тайга. Буреломинг. Часть следующая. Вот примерно вот так вот мы и шастаем. Вдоль березок. Спускаясь вниз. Как-то так. Дойдем ли мы сегодня? Как сказал Паша, любой буреломинг заканчивается полянингом. Теперь надо по этой поляне вниз. Да. Вроде как. Иногда по дороге попадаются грибы. Дэн их стёбает. Ну что, Дэн? Че, посмотрим, видишь, червивые все. Иногда им не везет. Посмотрим. Сегодня была вода. Может быть, завтра остановимся у воды и сварим себе чего-нибудь. Нас ждет день по лесу. Вот из таких чудесных ручьев мы пьем. Вот это они называют тропой. Тропа это вот. Тропа жизни. Мясо какое-то. Болото. Как будто нельзя было в другом месте речку проложить. Да, вот тропа дальше. Отличается от вчерашнего буреломинга, что хоть только следами трактора. Вот так. Сегодня идем по живописной дороге в русле реки, пересохшей. Я убежал от ребят, сейчас даже дожидаюсь. Такая вот красотень тут. Старые горы, поэтому камушки уже разбитые. Но такая вот красивая опушка. Вот парни там идут. Идут там парни. Так вот мы шастаем. Собственно говоря, весь поход. Ничего не меняется. Вот так вот 5 дней. Топ, 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 топ.
Они теперь только белые берут. И сыроежки. Сыроежки. Ну, смотри, классно. О, нашли сыроегу. Понюхай. Ощути. Пришли на Колым. Парни купаются. А я готовлю чай на костре. Сейчас пойду тоже купаться. Ну, вот такая река. Колым. Сейчас пойдем искупаемся. Ну, не такая уж холодная. Купание и мытья. Настроение улучшилось. Отдыхайте на курортах Уральской области, Челябинской области. Там вот так красиво. Недолго было счастья. Похоже, будет дождь. Паша ставит палатку. Мы будем пережидать в ней. Типичное утро нового походного дня. Парни еще спят. Я попробую разжечь костер и приготовить чай, чтобы пораньше выйти. Вот. Примерно вот так вот кипятим чайник. Правда, разбушевалось, надо немножко поменьшить огонь. Но это не газовая плита, сейчас будем ворошить. Всем доброго утра. Сегодня вторник, и мы сегодня прям. Спасибо сублиматам. У нас будет каша на завтрак. От Гали-Гали. Дэн колдует с костром. Так примерно происходит прием пищи на завтрак. Каша готова. Паша встает. Мы ждем похода. Парни по дороге собирают грибы, а я балуюсь земляничкой. Очень вкусно, но мало. Сбор земляники в лесах Урала. Добираем остатки. Тут, наверное, 3 месяца уже никто не ездил, не ходил, судя по тому полю. Ну, они вот отваливаются потом. Разревают. По прогнозу дождь. И действительно во вторник дождь. Мы его пережидаем под елкой. Вон ребята стоят, сушатся, моются. Ну, это вряд ли. В общем, зарядил, уже полчаса идет. Нам еще топать по этой мокрой траве вдоль старой лэпки. Я, честно говоря, ожидал более хороших дорог. В Таганае, но здесь как-то не хожено, но очень красиво. Вот как-то так. Вчера вышли на дальний кордон. Даже есть баня. Но мы будем держаться неэтично. Набрали грибов. Дэн готовит. Паша спит. Впереди тучка. Поэтому сегодня день матраса. Давайте посмотрим, что же у нас тут. Грибы с червями. Надеюсь, будет вкусно. Боимся. Долину сказок Паша фотографирует. Аня, я отсюда себе звонил. Вот с этой горы. Только отсюда и смогли дозвониться. Кстати, не видно ни хера, он для солнца. Мы где-то лазили вот там. Вот такая красота. А теперь мы пойдем на вот ту гору. Называется Круглица. Вот туда. И оттуда будет наше следующее включение.
Не видно, конечно, низги, но, по крайней мере, не болото, которое было 3 дня подряд. Селфи с горы из долины сказок. На фоне горы Круглица. Главное не потерять GoPro. Вот так выглядит курумник. Такие вот чемоданы. Сейчас мы по нему пойдем. Вот так вот ты прыгаешь. Раз, два, как горный козел. Хопа, 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 хопа. Так и прыгаешь. Вот ребята прыгают дальше. Мы идем на пик. Такие вот красоты Урала. Тут четко видна граница леса. Вот тут есть елки, а там их уже нет, потому что там высоко и все сдувает. Вот так. По этим чемоданам мы прыгали. Бывает человеческий рост. Такие дела. Паш наконец нашел виды достойного фотоаппарата. Вот ради такой красоты мы лезем в горы. Ну что, Паша, каково тебе? Скакать как горный козел по курумнику. Это называется больше всего ненавистный мне чемоданник. Пошли. Примерно так. Выбираем, куда идти. Шлеп. Хлоп. И так вот, как горный козел, прыгаем. Хорошо тут метки. А завтрак сегодня творог сублимированной сушки с орешками. Ну что? Вот из такого порошка и кипятка получится отличный творог. Чайник специально носик закрывается, чтобы быстрее кипел. Пашин изобретение. Так вот, пока готовим. Обожаю последние дни, когда доедаем остатки орехов. А если их остается много, то у нас остается много орехов для творога. Вот это правильная консистенция получается. Почти творог и очень вкусно.